Для того, чтобы разобраться, как использовать этот плагин, давайте создадим новый проект. Я буду использовать First Person Template на блюпринтах, но плагин подойдет к любому проекту, как чисто блюпринтовому, так и C++. Первым делом нам понадобится добавить сам плагин в проект. Для этого в папку Plugins мы помещаем папку с проектом. И перезапускаем проект. Итак, плагин работает с вашей пешкой и использует ее камеру для того, чтобы все настройки постпроцессов или любые другие вещи, связанные непосредственно с персонажем, были сохранены. Для начала откроем вашего персонажа. Первым делом в него нужно добавить компонент. BPC Profiling Component. В этом компоненте задаются все настройки вашего профайлинга. Подробное описание каждого из этих пунктов можно найти в документации. Вторым пунктом нам необходимо реализовать интерфейс, который поставляется вместе с плагином, и с помощью которого плагин будет управлять пешкой, перемещая ее по уровням и по местам для профайлинга. Идем в класс Settings, добавляем интерфейс BPI Profiling Interface. Теперь в интерфейсе нам необходимо реализовать 4 функции ивента. Начнем с первого ивента MoveCompound to Transform. В этом ивенте нам передается трансформ точки, в которой будет проводиться профайлинг, поэтому нам нужно переместить туда пешку. Также нам, возможно, понадобится изменить rotation контроллера, поэтому выполним это тоже в этом же ивенте. Второй ивент, который мы реализуем, это Prepare to Profile. В этом ивенте плагин позволяет нашей пешке приготовиться к сессии профайлинга. Что под этим подразумевается? В данном случае мы скроем мешающие меши, ушки и руки, и мы отключим возможность у пешки перемещаться. Вскроем все skeletal меши. Теперь нам нужно реализовать две функции. Первая функция позволяет плагину получить камеру, с которой ему необходимо будет работать. Просто вернем ссылку на камеру. Вторая функция MoveToLevel вызывается тогда, когда профайлинг на уровне закончен, и именно она должна определить, на какой уровень дальше мы должны попасть. Делается с помощью команды OpenLevel. Мы можем завести массив уровней и потом итерироваться по нему.
Но в данном случае у меня только один уровень, и поэтому в этой функции мне реализовывать ничего не нужно. Эталонную реализацию этого функционала мы также можем скопировать из демо-контента, поставляющегося с плагином. Для того, чтобы посмотреть его, убедитесь, что в контент-браузере в View Options у вас включена галочка Show Plugin Content. Плагин называется Profiling Tool, и в контенте в демо, поставляющейся пешки, мы можем посмотреть, как реализованы эти ивенты и эти функции. Вернемся к нашей пешке. Итак, базовые настройки у нас готовы. Теперь нам необходимо задать, какие точки на уровне пойдут через профайлинг. Сделать это можно двумя способами. Первый способ — ручная расстановка камер. Для этого в Profiling Tool контенте в папке MISC мы можем найти blueprint Camera Placement и разместить его где-то на сцене. Давайте разместим камеру, которая будет смотреть, допустим, в левый угол. Предположим, такой вид нас устраивает. Также мы можем автоматически разместить камеры в объеме. Для этого есть Blueprint BP Camera Spawner со следующими настройками. NetSize in Centimeters задает шаг сетки, с которым будут расставлены камеры. Camera Count задает количество камер, которые будут в каждом узле этой сетки размещены. Камеры размещаются в объеме, поэтому давайте слегка увеличим scale камеры спаунера. Как видите, в этом объеме с шагом 500 юнитов у нас получается 6 узлов. Также обратите внимание, что трейс происходит внутри этого объема, поэтому если камера спаунер будет находиться выше и в процессе не встретиться ни с каким статик мешем, то камеры не будут созданы. Опускаем на пол. Отлично. Теперь задаем количество камер. Если мы зададим одну камеру, то в каждом узле будет создано по одной камере. Оптимальным числом, в моем понимании, является 4 или 6. Таким образом, мы получаем, что в каждом узле этой сетки мы сможем посмотреть в каждом направлении. Всего у нас получается 24 камеры. Обратите внимание, что время профайлинга напрямую зависит от количества камер, которые вы разместили на сцене. Поэтому, если их будет очень много, то и профайлинг займет у вас какое-то основательное время. Слегка уменьшу заданный объем для того, чтобы наш эксперимент занял поменьше времени. Итак, все расставлено. Теперь мы можем поэкспериментировать и посмотреть, будет ли создаваться профайл. Профайлинг стартует через 7 секунд. Профайлинг окончен. Теперь мы можем посмотреть его результаты в папке Saved. Далее открываем профайлинг, Unreal Stats. Все проведенные нами профайлы будут ровны по названию карт, на которых он проходил. Далее дата проведения этого профайла. В каждой папке будут сохранены профайлы с конкретной камеры, и общий результат выведен в SVG и HTML. Как видим, все наши камеры попали в заданный фреймтайм. Давайте попробуем настроить фреймтайм пониже и сделать сцену несколько более сложной. Для этого снова открываем нашу пешку и в профайлинг компоненте задаем целевые миллисекунды. Теперь из стартер контента попробуем как-то усложнить сцену.
Запустим новый профайл и посмотрим, что изменилось. Как мы сейчас видим, мы в этом кадре не уместились в заданный бюджет по миллисекундам, и профайлинг по очереди отключал отображение статик мешей частиц, используя для этого массив флагов, заданных в настройках компонента. Посмотрим на результаты. Как видим, для двух камер из наших 5 возникла проблема с достижением положительного результата по бюджету, и мы видим, что с отключенными партиклами результат значительно улучшился. Поэтому мы можем сделать вывод, что в сцене, которую наблюдает данная камера, есть некоторые проблемы с частицами.